Так, нам понадобится один моточек пряжи Yarnara Jeans. Крючок я использую номер 2. В виде маркера у меня выступает обычная контрастная ниточка. Так, вяжем нижнюю ножку. Делаем 2 воздушные петли, при этом первую мы не затягиваем. И в первую петлю, да, или во вторую от крючка, вот сюда, мы должны набрать 6 столбиков без накида. Придерживаем петельку и делаем 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Высвобождаю крючок и тяну за хвостик, закрывая кольцо. Затягивайте плотно, чтобы не было отверстия. И сейчас здесь обозначим первую петлю в первом ряду. Считайте по вот этим верхним горизонтальным петелькам количество столбиков. Вот верхняя горизонтальная петля. Их у нас должно быть 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот первый столбик или первая верхняя горизонтальная петля. Я завожу под нее крючок. Вот так. И сюда ввожу нить контрастного цвета, маркер. Вот таким образом. Если у вас пластиковый маркер, просто цепляйте его за первую верхнюю горизонтальную петлю. Это будет первый столбик в первом ряду. Соединений никаких не делаем, вяжем по спирали. Вяжем второй ряд. Во втором ряду мы должны получить 12 столбиков без накида по кругу. Для этого нам необходимо в каждую петлю сделать прибавку, удвоить каждую петлю, провязав в каждую по 2 столбика. Так, начинаем второй ряд. Заходим в первую и сюда вяжем 2 столбика без накида. Вяжите плотно. 2, следующую 2, следующая 2. Итого у нас уже 6. И так вяжем до конца. Последнее удвоение. Итак, закончили вязание второго ряда. У нас должно по кругу получиться 12 столбиков. Посчитайте себя, проверьте. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот последний столбик. Маркер можно перемещать, в каждом ряду обозначать петлю, да, то есть вот мы сейчас обозначим с вами первый столбик во втором ряду. Теперь заведем крючок сзади вперед под первую верхнюю горизонтальную петлю и сюда назад выведем маркер. Вот так. Так мы обозначим вот начало второго ряда. Вяжем третий ряд. В третьем ряду мы должны получить 18 столбиков. Для этого мы делаем удвоение через 1 столбик. Вяжем 1 столбик без накида, затем в следующую верхнюю горизонтальную 2 столбика без накида и так чередуем до конца ряда. Первый столбик предыдущего ряда, сюда вяжем 1 столбик. Дальше в следующую 2 удваиваем. Снова 1, 2. И так чередуем до конца ряда.
1 и последний столбик сюда делаем прибавку 2 столбика. Считаем по кругу, должно получиться 18 столбиков. Закончили вязание третьего ряда. Обозначаем первый столбик в третьем ряду. Вот у нас идет маркер под первым столбиком он. И вот первый столбик, а вот это его верхняя горизонтальная петля, она находится чуть правее. Значит, вот здесь у нас первый столбик, его вершинка. Выводим маркер сюда. Вяжем 4 ряд, 4 и 5 ряды вяжем без прибавлений. Соответственно, в каждом ряду, в 4 и в 5, у нас будет просто 18 столбиков без накида. И 18. Закончили 4 ряд. Здесь полотно уже можно вот так вот выгибать, чтобы лицевые столбики у нас были снаружи. Обозначаю начало 4 ряда. Сюда завожу крючок и вывожу маркер. Пятый ряд, 18 столбиков без накида. И 18. Пятый ряд провязали. Обозначаем начало 5 ряда. Вяжем 6 ряд. В 6 ряду мы должны получить 12 столбиков. Для этого делаем убавки через 1 столбик. Вяжем 1 столбик, затем 2 столбика, убавляем до 1. Один столбик без накида. Для того, чтобы сделать убавку, мы заводим крючок за ближайшую дужку верхней горизонтальной. Вот дальняя дужка, а вот ближайшая. Заводим вот так крючок под первую верхнюю горизонтальную, затем за ближайшую дужку второй. Захватываем рабочую нить, протаскиваем через вот эти 2 петли и вяжем столбик без накида. Сделали убавку. Дальше вяжем 1 столбик в следующую петлю. Снова убавка. Один столбик, убавка, и так до конца ряда чередуем. И в конце убавка. Провязали 6 ряд. Посчитаем, чтобы у нас вышло 12 столбиков. Вот эти кончики от маркера и от кольца мы заводим внутрь. Обозначаем начало 6 ряда. 7, 8 и 9 ряды мы вяжем без убавок и прибавок по 12 столбиков без накида в каждом ряду. Провязали 7 ряд. Проверяем, чтобы точно было 12 столбиков, чтобы вы нигде не пропустили, не добавили еще где-то нечаянно 1 столбик. И обозначаем начало 7 ряда.
И продолжаем вязать самостоятельно 8 и 9 ряды по 12 столбиков. Провязали 9 ряд, и на этом наша деталь заканчивается. Сейчас покажу, как можно пересчитать ряды для того, чтобы нигде не ошибиться, ничего не пропустить. Я обычно не пропускаю вот так маркер, я просто ориентируюсь на начало маркера, да, где-то вставляю его в самом начале и уже от этого считаю. Считаю справа от маркера. Смотрите, вот начало наше, да, значит справа вот этот столбик, это первый ряд. Дальше идет второй ряд, да, вот начало второго ряда, это конец второго ряда. Это второй ряд у нас закончился. Это третий ряд у нас закончился. Дальше четвертый, пятый. Потом у нас идут убавки. 6, 7, 8 и вот 9 ряд закончили, провязали. И сейчас завершаем деталь. Я просто делаю соединительный столбик в первую петлю 9 ряда. Ввожу ниточку. Здесь кончик можно оставлять не сильно длинный. Так, обрезаем. Выводим полностью нить. Маркер уже можно достать, просто его вытягиваем. Если необходимо еще затянуть кольцо, здесь, если оно у вас разошлось, то сделайте это сейчас. И просто вот этот кончик вкладываю внутрь детали. Ножки и ручки мы не набиваем. Помогаю себе ножницами. Первая нижняя лапка у нас готова. Сейчас аналогично свяжите вторую и встречаемся на вязании верхних лапок. Вяжем ручку, делаем 2 воздушные петли. И в первую петлю провязываем 6 столбиков без накида. Затягиваем кольцо. Первый ряд провязали. Вставим маркер в первую верхнюю горизонтальную петлю. Если в первом ряду не получается забраться крючком, который вы вяжете, возьмите крючок поменьше. Вяжем второй ряд. Во втором ряду мы должны получить 12 столбиков без накида, поэтому делаем удвоение каждой петли, 6 прибавок в каждую петельку по 2 столбика. Провязали второй ряд, пересчитываем по верхним горизонтальным петлям, чтобы их было 12. Обозначаем начало второго ряда. Третий, четвертый, пятый и шестой ряды мы вяжем без прибавок по 12 столбиков без накида в каждом ряду. Обозначайте каждый ряд, чтобы не запутаться и не потеряться. И вяжем самостоятельно. Встречаемся на 7 ряду. Закончила вязание 6 ряда. Обозначаю начало 6 ряда.
седьмом ряду мы должны получить 8 столбиков без накида. И для этого нам нужно сделать убавление через один столбик. Провязываем один столбик, затем убавка. Провязали седьмой ряд, проверяем себя, чтобы у вас получилось 8 столбиков, да, 8 верхних горизонтальных петель. Обозначаем начало седьмого ряда и 8, 9, 10 и 11 ряды вяжем по 8 столбиков без накида в каждом ряду, и вторую верхнюю лапку вяжем аналогично. Вяжем самостоятельно. И в конце вязания верхней лапки мы также, как и в нижней, обрезаем ниточку, оставляя кончик не такой длинный. Делаем соединительный столбик в первую петлю последнего ряда и уводим вовнутрь кончик. Вяжем ушко. Так же, как и в предыдущих деталях, делаем начальные 2 воздушные петли. И в первую петлю провязываем 6 столбиков без накида. Проверяем себя, чтобы у нас получилось 6 горизонтальных петель. Затягиваем кольцо. Обозначаем начало первого ряда. Вяжем второй ряд. Во втором ряду мы делаем прибавку через один столбик и выходим на 9 столбиков в ряду. Столбик без накида. Дальше прибавка. 2 столбика в одну точку. Столбик одинарный, дальше 2 в одну. Проверяем количество верхних горизонтальных петель, их должно быть 9 по кругу. Обозначаем начало второго ряда. Третий ряд вяжем без прибавок, 9 столбиков без накида в ряду. Третий ряд провязали, обозначаем начало третьего ряда. Здесь уже можно выгнуть полотно. Вяжем четвертый ряд. В четвертом ряду чередуем прибавку через 2 столбика без накида. Вяжем 2 столбика, затем прибавка, 2 столбика, прибавка. Заканчиваем ряд прибавкой и получаем 12 столбиков без накида в ряду. Провяжу еще раз с вами этот ряд. 1, 2. Следующий столбик делаем прибавку. Дальше снова 2 одиночных столбика. И следующую прибавку. Два столбика и затем прибавку и заканчиваем ряд. Обозначаем начало. И продолжаем самостоятельно вязать по схеме.
первое ушко. Встречаемся с вами в конце. Покажу, сколько нити нам нужно оставить и как мы будем сшивать это ушко для того, чтобы получилась вот такая впадинка. И потом аналогично свяжем второе ушко. Провяжите, пожалуйста, самостоятельно согласно схеме в инструкции. Я думаю, что к этому моменту вы уже освоили, как делать прибавку-убавку, если вы этого не знали, как начать вязание детали, как обозначить ряд, как просчитать количество рядов, да, чтобы не запутаться, и как, собственно говоря, закрыть деталь. Вот, поэтому опирайтесь, пожалуйста, на схему, там все четко прописано, через сколько столбиков нужно сделать прибавку, сколько вы получите в том или ином ряду количество столбиков. Давайте провяжем и встретимся с вами в конце вязания первого ушка. Итак, закончив вязание ушка, как и в предыдущих деталях, делаем соединительный столбик в первую петлю последнего ряда. И здесь ниточку мы оставляем подлиннее, для того, чтобы сшить ушко и потом пришить его к голове. Все. Теперь высвобождаем полностью нить из петли. Маркер достаем. Так, и вдеваем кончик иглу. Здесь складываем деталь, чтобы сбоку у нас оказался вот этот вот соединительный столбик. Складываем пополам. И смотрите, здесь у нас в последнем ряду было 9 столбиков. Сложив пополам, мы получим 3 пары столбиков, да? И, соответственно, мы должны сделать 3 стежка. Вот у нас из первого столбика выходит наша нить. Завожу в противоположную пару, вот так. Вывожу ниточку полностью. Так, и здесь у нас остается 2 пары. Вот одна петля, напротив нее вторая. Это пара. И остается вот раз, два. Здесь заводим так сначала в крайнюю. При этом еще внутри, да, то, что у нас мы тоже подхватываем. И выводим в противоположную крайнюю. Плотненько так затягиваем. Делаю такой накид на деталь. И с этой вот же стороны захожу в последнюю пару. И еще раз пройдусь для того, чтобы нить оказалась спереди детали. Тут на самом деле важен просто факт сшить, да, то есть если вы там не попадете в какую-то петлю, то в принципе страшного ничего нет. Главное, плотненько затягивайте, и вот что получается. Вот это вот все пойдет потом вниз. Так мы будем пришивать. Вот эту вот нить мы оставляем, высвобождаем ее из ушка иглы, затем кончиком потом будем пришивать ушко к голове. Свяжите точно такое же второе и встречаемся на вязании головы. Обозначив первый ряд, можете дальше уже продолжать вязать по схеме. Здесь у нас будет увеличиваться с каждым рядом на 5 столбиков, потому что у нас начало состояло из 5 столбиков. Да, для равномерного увеличения мы будем, вот сейчас, допустим, провяжем прибавки, получим 10 столбиков, потому что удваиваем каждую петлю. Дальше третий ряд у нас будет чередоваться прибавка через 1 столбик, мы выйдем на 15 столбиков и так далее. Опирайтесь на схему и провязывайте до 16 ряда. В 16 ряду с вами встретимся и будем вышивать элементы мордочки. Надеюсь, что здесь у вас не возникнет никаких сложностей, затруднений в вывязывании этой детали.
Итак, я провязала 16 рядов головы. Сейчас будем вышивать элементы мордочки. Я использую такую же нить Yarnart Jeans, либо же можно взять хлопковую нить Мулине, разделить ее, ну, например, на 3 ниточки и вышивать ими. Я буду вышивать Yarnart Jeans. Одеваю нить в иглу. Так, ну, маркер можно здесь убрать и переставить его вот сюда. После 16 ряда будут только убавки. Ставлю вот сюда маркер. Это будет начало ряда. Итак, мордашку мы здесь вот еще подтягиваем вот этот кончик, чтобы полностью плотно затянуть кольцо. И тут, в принципе, абсолютно не важно, откуда вы начнете, как вы разместите эту деталь. Заводим иглу с изнанки между первым и вторым рядом, например, вот сюда. Выводим. Делаем ровную полосочку, находим место так, чтобы она была ровная, да. Сюда тоже между первым и вторым рядом, вот сюда, в эту точку. Теперь нам нужно сделать вот такую галочку. Я веду иголочку слева от прибавки во втором ряду, вот сюда. Верну ее в эту точку. Подтягиваю, чтобы чуть поплотнее это все ложилось. Затем справа от прибавки во втором ряду. Глазки я располагаю между 9 и 10 рядом головы, слегка заваливаясь, да, по диагонали от носика. И это примерно выходит, отсюда считаю 2, это 3 ряд. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот здесь вышью глазик, да, чтобы он был слегка опущен. Здесь еще можно сильно не затягивать, пока что сделаем это потом. Здесь я иду прибавки и следом пропущу еще вот 2 и во второй, вот, то есть прибавка. Потом столбик, столбик, и вот сюда, вот в этот столбик, вот так я вышью второй глазик. И теперь могу потуже затянуть это все дело, для того, чтобы сделать утяжки. Здесь у нас как будто бы плавно в носик перетекает, да, мордашка, и здесь такие впадинки получаются. И еще несколько раз пройдусь туда-сюда в глазки. С каждым разом я буду ослаблять затяжение, для того, чтобы ниточка ложилась более воздушно и глазик выглядел выразительнее. Такая мордашка получилась. Можно, если что, подтянуть еще. Если не хватает выразительности глазка, можно еще добавить пару стежков. Все, и здесь с изнанки я сейчас подсыплю, нет, несколько ниточек. Делаю просто узелок, закреплю ниточку. Так, и вот этот кончик я вот еще раз сделаю здесь узелок. Если вы уверены в том, что выразительности глазкам и носику достаточно, вы можете обрезать ниточку, оставив кончик чуть подлиннее, и оставлять внутри детали вот этот
хвостик, либо же пока что оставить и посмотреть, как будет выглядеть мордочка, когда вы ее набьете. То есть вывести иглу вот сюда вниз головы и пока что оставить там. Примерно вот так. Я обычно так и делаю. Вот эта вот нить потом просто у нас прячется в туловище. Если вы уверены, что здесь всего хватает вам, то просто обрезайте ниточку и прячьте ее внутрь головы. Все, и дальше продолжаем вязать по схеме. У нас идет голова на убавление. И сейчас вот пару рядов провяжем и набьем слегка голову. И потом будем закрывать. Это все сделаем вместе, покажу. Как же закрыть, чтобы получить ровное кольцо закрытия. Так, провязали 17 ряд. Начнем потихонечку набивать голову. Набиваем маленькими порциями, равномерно и плотно. Нужно помочь себе ножницами, так более плотно собьется холофайбер. Все, можно продолжать дальше убавлять. Еще через один ряд убавок мы тоже чуть-чуть добавим наполнителя, чтобы он нам не мешался сейчас при провязывании рядов. Провяжем 20 ряд и встретимся с вами, покажу, как закрывать. Итак, я провязала 20 ряд, у меня получилось 10 столбиков без накида, и в 21 ряду нужно сделать 2 убавки и выйти на 8 столбиков без накида. Здесь я сейчас еще хочу добавить немножко холофайбера. Распределяю, вот прям под стеночку захожу. И делаю 2 убавки. Ниточку обрезаем, оставляя кончик подлиннее. Вот так, например. И выводим полностью нить из петли. И вдеваем кончик в углу. Так, и у нас вот считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 верхних горизонтальных петель. И сейчас мы просто попарно, как и в убавке, за переднюю дужку петелек, вот 1, 2, пропустили нить и подзатянули. Дальше идем следующие 2, 1, 2, пропустили нить полностью и подзатянули. Дальше 1, 2, итого получится у нас 4 пары. Затягиваем плотненько, и вот мы получаем ровный кружочек. И ниточку уводим ближайшую, да, например, вот сюда я выведу. Уводим внутрь полотна и выводим вот вниз головы. Поправляем, чтобы было не перетянуто. Здесь маркер уже можно убрать. И я еще вот несколько раз вернусь обратно внутрь. Выйду, например, вверху. Опять через эту же точку уйду вниз. Для того, чтобы так слегка запутать нить в наполнителе. Вот что у нас получилось. Эти ниточки я пока оставляю. И сейчас будем пришивать ушки. Кончик нити вводим в иглу и пришиваем первое ушко. Пришиваем от передней части, да, к задней. И так сделаем несколько раз. То есть от передней к задней, потом опять от задней к передней и снова от передней к задней. Итого 3 раза будем проходить
в ушко, пришивая его к голове. Я ушки располагаю на 13 ряду головы, смещаюсь вот так вот по диагонали от глазика ближе к центру. Да, вот отсчитываю 13 ряд. Раз, два, три, четыре, 11, 12, 13. Вот, все верно, я пришла. И между ушками у меня 3 столбика будет. То есть вот первое ушко я пришью, цепляясь за этот столбик. Раз. И потом вот 2, 3. Вот так пришиваю. И потом отсчитаю 3 столбика. И следующее, второе ушко буду крепить вот к этим столбикам. Для того, чтобы пришить к голове, мы зайдем вот в тот столбик, который мы определили. Да, вот в этот. Мы зайдем в него с левой стороны. И возвращаем нить через правую сторону ушка налево, насквозь проходим. Ну, делаем так же, как и при сшивании. Плотненько потянули. Дальше шагаем в следующий ряд повыше. Ну, это прямо просто проходим. Поднимаемся на ряд. Так у нас получилось. Здесь захожу в ближайший столбик. Не до конца вывожу нить. И прохожу в кольцо, делая узелок. Плотно его затягиваю и вывожу нить вниз головы. И пришиваю второе ушко. Ушки пришили. Вот что получилось. Очень надеюсь, что у вас все тоже получилось. Вот эти ниточки я потом свяжу между собой и просто оставлю их внутри туловища. Все, приступаем к вязанию туловища. Вяжем туловище согласно схеме в инструкции. Встречаемся с вами в начале 9 ряда и будем вместе ввязывать нижние лапки. Итак, провязали 8 рядов туловища. У нас получилось 48 столбиков по кругу. И в 9 ряду будем ввязывать ножки. Ввязываем мы по ходу вязания 9 ряда. В 9 ряду мы прибавок не делаем, у нас получится 48 столбиков по кругу. И начинаем ввязывать с начала ряда. Ножку мы складываем вот так вот пополам, чтобы соединительный столбик
оказался у нас сбоку, с левой стороны. И считаем половину. Раз. Заходим сразу крючком в крайние две, лежащие друг напротив друга. Это будет одна пара, потом вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Заводим сначала в ножку крючок, затем в первый столбик в 9 ряду, верхнюю горизонтальную. Захватываем рабочую нить, пропускаем сквозь петлю на туловище, сквозь 2 петельки на ножке, достаем петлю и провязываем столбик. Это будет первый столбик в 9 ряду. Дальше шагаем следующие столбики. Раз, и вот напротив лежит 2. Вот так. Следующая пара в ножке. Следующий столбик в туловище. Проходим сквозь туловище и пару петель на ножке. Провязали столбик. Это 2. Дальше третья пара. Вот такое присоединение ножки у нас получилось. Все очень аккуратно и надежно. Так, вот здесь не запутайтесь. Вот мы провязали, прикрепили к 6 первым столбикам. Дальше провязываем 8 столбиков просто туловища. Вот следующая точка, куда мы должны ввести крючок. 7 и 8. Берем вторую ножку. Здесь также поворачиваем деталь таким образом, чтобы соединительный столбик был слева. Складываем ровно пополам, чтобы у нас сходились пары. Вот раз, два, три, 4, 5, 6. Заводим в крайнюю пару. Сначала на ножки. Вот что у нас получилось. И остальное вяжем до конца ряда. Просто столбики без накида, без прибавок и убавок. Так вот остается провязать последние 2 столбика в ряду. И здесь смотрите внимательно, пожалуйста, не сбейтесь с началом ряда. Обязательно проверьте, чтобы у вас было 48 столбиков по кругу. Да, возможно, вы где-то сделали удвоение нечаянно, да. Это, пожалуйста, все внимательно посмотрите. Если что-то где-то провязали лишнее или не довязали, то вернитесь и исправьте эту ошибку. И дальше мы вяжем следующий ряд, 10 ряд по схеме. Мы чередуем здесь прибавку через 7 столбиков, выходим на 54 столбика. И далее с 11 по 15 ряды мы вяжем 54 столбика без прибавок и убавок. И встречаемся с вами на 16 ряду. Будем делать вот такие защипы.
Итак, провязали 15 рядов. Обязательно пройдитесь по кругу, посчитайте, чтобы у вас точно было 54 столбика. И сейчас в 16 ряду будем делать вот такие защипы. И заодно в этом ряду мы сократим количество столбиков на 6. Делаем защип вот прям с начала ряда над лапкой. У нас сейчас как раз, да, сместилось начало ряда для того, чтобы вот так вот сделать защип. Правый защип мы делаем таким образом. Заводим крючок с изнаночной стороны под первую петлю, пропускаем вторую петлю, с лицевой на изнанку заходим в третью петлю, пропускаем четвертую и с изнанки на лицевую заходим в пятую петлю. Вот так. Захватываем рабочую нить и выводим ее к петле на крючке. Здесь провязываем столбик. Это будет первый столбик в 16 ряду. Дальше мы заходим вот сюда же, да, в последний 5-й столбик, как бы, да, и вот насквозь проходим все столбики. Тут крючок сам хорошо проходит. Захватываем рабочую нить и провязываем еще один столбик, как бы делая прибавку. Вот что у нас получилось. Сразу же здесь обозначу вот этот первый столбик, чтобы потом не запутаться. Дальше провязываем 16 столбиков просто в туловище без прибавок, убавок. И дальше работаем опять с 5 петлями. И здесь заходим сначала с лицевой на изнанку, один пропускаем столбик, заходим с изнанки на лицевой следующий, дальше пропускаем и заходим с лицевой на изнанку в последний столбик. Здесь захватываем рабочую нить, пропускаем ее к петле на крючке, провязываем столбик. Сюда же заходим и провязываем еще один столбик. Все, и дальше вяжем до конца без убавок и прибавок. Итак, проверяем, чтобы по кругу у нас вышло 48 столбиков без накида. Все, и вяжем до 24 ряда. На 24 ряду с вами встречаемся и будем ввязывать ручки. Работайте, пожалуйста, по схеме. И мы с вами на 24 ряду сейчас будем ввязывать верхние лапки. Они будут ввязываться точно так же, как и нижние. Единственное, что у нас здесь будет 4 точки присоединения, потому что последний ряд в лапке состоял из 8 столбиков. Ввязываем ручку тоже в начале ряда. Так, 4. Дальше провязываем 9 столбиков без накидов туловищем. Восемь и 9. Берем вторую лапку, также ее складываем и присоединяем. И последняя пара.
все, и довязываем ряд без убавок и прибавок. Итак, провязали 24 ряд. Обязательно проверьте, чтобы по кругу у вас получилось 36 столбиков. Здесь уже можно потихонечку набивать игрушку. Остальные ряды 25-26 вяжите самостоятельно согласно схеме. Здесь ряды идут с убавками. И встречаемся с вами на пришивании головы. Когда вы закончите вязать 26 ряд, пожалуйста, не обрезайте нить. Сделаем это вместе. И мы связали туловище. Сейчас ниточку мы отрезаем, оставляю кончик подлиннее. И вот этим кончиком мы будем пришивать голову к туловищу. Здесь плотно пока что не стоит набивать, чтобы не путался холофайбер. Потом просто по ходу пришивания головы мы его дополним. Примерно вот столько оставляю. Высвобождаю нить из петли. Здесь я уже соединительный столбик не делала, просто закончила ряд и достаю ниточку и вдеваю ее в иглу. И расскажу немного про то, как прикреплять голову к туловищу. У нас в туловище последний ряд состоял из 24 столбиков. Здесь я буду цеплять иглой петли, подхватывать за передние дужки, ближайшие к нам, верхних горизонтальных петель. Буду делать это попарно, то есть вот раз, следующая пара, 2 и так далее. Итого получится 12 точек соединения. Да? Здесь на голове, то есть я вот завожу иглу сначала в туловище, пропускаю ниточку и затем закрепляюсь на голове. Здесь на что я ориентируюсь? От мордочки, вот от центра, от начала, от первого ряда я отсчитываю здесь 7 рядов. И сзади, ну здесь тоже считаю вот это за первый ряд, отсчитываю здесь 11 рядов, определяю такой овальчик, в пределах которого я буду присоединяться. То есть нету каких-то определенных столбиков, да, за которые я цепляюсь, все делаю на самом деле на глаз. Всегда стремлюсь ближе к центру, да, не подальше вот захватить столбик, а ближе вот к центру, к середине. И в пределах вот этого овала. Вот здесь 7 ряд, здесь 11, даже вот так у меня получается где-то. Вот, и работаю с этими столбиками. И давайте уже начнем, приступим. Сейчас думаю, что поймете и разберете. Здесь вы можете прикрепиться еще булавочками. Я ими вообще никогда не пользуюсь на самом деле, поэтому показываю просто вот так, как делаю это я. Вот завели иголочку в первые 2 дужки, ближайшие к нам. Маркер пока оставлю. Полностью вывожу ниточку через эти петли. Так, маркер, чтобы не зацепился. Подтягиваю, каждый шаг мы затягиваем, да, так мы сейчас утянем шейку, и она получится потоньше. Так, мой 7 ряд, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, вот так это примерно будет. Все, и иду ближе к центру. Вот как раз вот эти ниточки, которые мы выводили, они нам сейчас будут слегка так помогать. Просто вот цепляюсь какой-нибудь столбик. Здесь даже если у вас получится головка слегка наклонена зайчика, то, ну, как мне кажется, это вообще ничего страшного, наоборот, придаст какой-то такой живости, оживленности игрушки. Следующая пара.
на туловище. Затягиваем хорошенько. Затянули. Так, раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот здесь буду сейчас прикрепляться. И здесь можно еще чуть-чуть добавить холофайбера. И продолжаем. Так, и вот остается раз и два. И вот последнее я захожу туда чуть-чуть поглубже. И уже здесь выведу иглу. Вообще в любом месте, как получится. Хорошенько затягиваю. Вот так у меня получилось. Потяну еще. И теперь уведу через какой-нибудь столбик нить назад. Здесь сделаю узелок. И увожу. Еще все разровняем, чтобы ровненько легло. Все, и тут ниточку обрезаем. Маркер уже можно убрать. И все, нам остается сейчас только связать хвостик и пришить его. Итак, хвостик вяжем самостоятельно, согласно схеме.
И встречаемся с вами на пришивании хвостика к туловищу. Так, связали хвостик, и сейчас ниточку обрезаем, оставляя кончик подлиннее. Этим кончиком мы будем пришивать хвост. Отрезали и высвобождаем из петли ниточку, вводим в иглу и находим центр. Отсчитываю от начала 11 ряд и к нему буду пришивать. Так, смотрю, откуда у меня идет нить. То есть вот здесь у меня будет начало. Располагаю вот так хвостик. Ну, допустим, здесь за эту цепляюсь. Тут то же самое, старайтесь ближе к центру вводить иглу, точнее выводить ее. И здесь в хвостике точно так же, как и на голове, попарно будем забирать петельки. Только здесь уже проходим насквозь под обе дужки, под верхние горизонтальные петли. Сначала с лицевой на изнанку под одну, потом с изнанки на лицевую под вторую. Пропускаем ниточку. Следующую пару. Так, и здесь можно уже чуть-чуть набить хвостик. Здесь всего 5 точек, да, соединения, потому что 10 столбиков было в конце, и мы попарно цепляем петельки. Все, остается у меня последняя пара. Здесь тоже вот захватила петли на хвостике и внутрь вывожу через другой бок иглу, подцепив здесь столбик. Так, и вот такое присоединение у нас получается. Здесь хвостик вот так вот еще расправьте, сделайте, придайте ему форму. Такая пимпочка получилась. Все, здесь тоже делаем узелок и выводим. Сейчас еще можно вот так вот хорошенько его пожмякать, чтобы распределить еще лучше холофайбер. И вот такой зайчишка у меня получился.